Сегодня мы будем печь пряники, такие как тульские, медовые. А для того, чтобы они у меня получились вкусными, мне пришлось пройти краткий курс обучения у тульских мастеров. Привет всем! Сегодня я побываю на фабрике тульских пряников. И то, что мы успеем запечатлеть, я вам покажу в своем блоге. Итак, отправляемся на кондитерскую фабрику по производству тульских пряников вместе с Андреем. Настоящий тульский пряник печатный, то есть для его изготовления используется специальная деревянная форма, сделанная из березы. Мне досталась форма с пистолетом, Андрею с машинкой. Пряничное тесто плотное и эластичное. Его делят на две части, затем разминают и отбивают кулаками. После этого большой кусочек теста раскатывают по размеру и форме деревянной заготовки. Затем это тесто выкладывают на печатную форму, ведь традиционный тульский пряник изготавливается путем печати, вдавливания в рисунок. Андрею вдавливать тесто в форму было сложновато, поэтому ему немного помогала я. Затем в центр помещается начинка из густого повидла и быстро большими пальцами распределяется по форме. Вот мы снова отбиваем тесто, на этот раз меньше кусочек, грохот стоял на весь зал. Раскатываем тесто скалкой, видно, что это совсем не сложно. Аккуратно помещаем сверху, выравниваем, соединяем края, не оставляем никаких дырочек. Тесто должно полностью накрыть нашу заготовку. Затем наступает кульминационный момент. Пряник нужно извлечь из формы. Берется деревянный брусочек, о который нужно хорошо ударить формой. Мой пряник согласился покинуть форму со второго удара. Получилось очень симпатично. Наступило время отправить пряники в печь. Мы их положили на противень, мой и Андрея, и все готово. Так, экскурсия по тульской пряничной фабрике завершена. Мы получили массу эмоций и столько впечатлений. Я даже выиграла за рисунок. Мы делали пряник. 3-е место мне дали вот такого вот медвежонка. И вот моя поделка. Это пистолет Тула. А теперь, используя полученные навыки, я испеку пряники дома. Это будут не печатные пряники, так как настоящие деревянные печатные формы находятся на тульской кондитерской фабрике. Итак, для рецепта мы возьмем муку, сахар, мед обязательно, это ж медовые пряники, воду, масло, специи, корица, кориандр и мускатный орех, разрыхлитель или соду, плотное повидло и 2 яйца. Ставим на водяную баню мисочку, в нее положим масло. Тут у меня целый стакан, я буду использовать 2/3 стакана сахара. Так, чтобы не ошибиться, ну, наверное, хватит. И мед. После меда добавим немножко воды. Все ставим на средний огонь, но у меня конфорка маленькая, и перемешиваем. Нам не надо, чтобы у нас масса кипела, только чтобы смешались все составляющие, стали однородной массой. Все, я отключаю нагрев, вот видно, что совершенно ничего не кипит. Температура где-то около 50 градусов. И убираю в паровой бане миску остывать до комнатной температуры. Теперь беру мисочку отдельно. Так. Разбиваю сюда яйца. И немного их взбиваю. Пока медовая масса еще такая горячеватая, я добавлю сюда специи, для того, чтобы они раскрыли свой аромат. Уже в остывшую массу я добавляю взбитые яйца и перемешиваю. Просеиваем через сито муку и разрыхлитель. Делать мы это будем постепенно. Разрыхлитель я весь сразу же высыплю. Приучайте себя муку просеивать. Тогда тесто получается более пышное и мягкое. Немного размешиваем и снова просеиваем муку. Когда тесто становится тяжело вымешивать в миске, мы переходим на какую-то открытую поверхность и вымешиваем тесто руками. Оно получается вот такое вот
мягкое, эластичное, такое приятное. Мне оно очень нравится и ароматное. Тесто готово. Готовое тесто раскатываем в колбаску для дальнейшего приготовления. Но это мне так просто удобнее. Можно потом раскатывать, взять целый пласт, раскатывать, если у вас место позволяет. Я хочу сделать раскатать колбаску и разрезать на кусочки. Мне так будет удобнее. Так, я поделю на 4 части. Тесто, в принципе, не липнет к рукам, но можете немножко для профилактики стол протереть растительным маслом. Мукой лучше не посыпать, потому что тесто и так плотное и эластичное. Если вы еще добавите муку, оно возьмет в себя эту муку и будет более такое плотное. Итак, теперь повторяем то, что было на курсе кулинаров. Стучим. Отбиваем недолго. Теперь берем скалочку и раскатываем, в толщину где-то полсантиметра. Откладываем заготовочку пока в сторону и приступаем к следующему. Раскатываем так все заготовки. Теперь мне надо сделать форму. Мои пряники будут круглой формы. Я беру блюдечко и вырезаю при помощи ножа такой вот блинчик. Будем формировать пряник. Берем одну заготовку круглую. Теперь для начинки я использую повидло вот такое вот твердое. Его немножко надо размять пальчиками. Делать это быстро. Нужно, чтобы оно не прилипло. И теперь вот так вот размазываем повидло по прянику посерединке. Не выходим за края. Сверху накрываем второй заготовкой. Так как у меня пряник не печатный, я это делаю вот таким вот способом. Мне надо края немного прихватить, дабы сцепить две заготовки. И теперь у меня есть вот такая вот такой волнистый нож. В принципе, можно вилочкой выровнять краешек. А я буду вот этим вот ножом, получается, и сцепляется край, и вырезается. Получается такая вот красивая круглая заготовка. Теперь надо украсить пряник. Вот я уже приготовила два варианта, да? Просто без украшения он получается как обычный коржик какой-то, вот не очень симпатичный. Я буду делать вот жгутики раскатывать, а из жгутиков уже составлять какие-то слова, завитки. Чем дольше вы раскатаете жгутик, тем аккуратнее получится надпись. Так, можно отрывать. Я напишу «к чаю». Просто выкладываем и прижимаем. Выкладываем пряники на противень, застеленный пергаментной бумагой. И ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Пока пекутся пряники, сделаем сахарную глазурь. Наливаем в миску воды и высыпаем сахар. Включаем нагрев и растворяем сахар в воде. Сироп закипел, варим его в течение 5 минут. Так как пряники у меня большие, по времени прошло полчаса. Все, они уже готовы. Достаем. Уже слегка подрумянились. Теперь сироп готов. Берем горячий сироп, горячие пряники. Силиконовую кисточку. И наносим сироп сверху на пряники.
полностью покрывая верхнюю часть. Вот такие домашние пряники у меня получились. Они должны настояться не менее 6 часов, ну а лучше, если 2 дня, для того, чтобы тесто и начинка подружились. Ну а если вы хотите настоящие тульские пряники, тогда Приезжайте в Тулу, делайте пряники, угощайтесь ими. Все, всем пока, до новых встреч!